Весна в предгорьях Саян — это не только время пробуждения жизни, но и период самого коварного бездорожья. Когда снега на вершинах начинают таять, маленькие ручьи превращаются в ревущие потоки, а узкие горные дороги — в скользкие глиняные ловушки. Томас знал это прекрасное время как свои 5 пальцев. Уже 12 лет он водил свой модифицированный Кенвард по прозвищу Старый Билли через изумрудный хребет. Это был кратчайший, но самый опасный путь к отдаленным приискам. В народе эту трассу называли Туманным серпантином, и название полностью оправдывало себя. В тот вечер, конец мая, выдался особенно тяжелым. Воздух был настолько влажным, что казалось, его можно пить. Плотный молочно-белый туман, характерный для низин, медленно полз вверх по склонам, смешиваясь с испарениями от прогретой за день земли. Видимость упала до 10 метров. Мощные светодиодные прожекторы на крыше тягача лишь высвечивали перед машиной непроницаемую стену, из-за чего у Томаса начинали болеть глаза. Он чертовски устал. В кабине пахло пережаренным кофе из термоса, старой обивкой и дизельным топливом. Его правая нога ныла от постоянного напряжения на педалях газа и тормоза. Серпантин не прощал расслабленности. Томас мечтал только об одном — миновать чертов палец, самый опасный поворот перед спуском в долину, и встать на охраняемую стоянку, где можно было бы растянуться на спальнике и забыть о гуле мотора. Но горы решили, что этот рейс он запомнит навсегда. Дорога резко уходила вправо, огибая скальный выступ, за которым следовал старый мост через глубокую расщелину. В это время года там бежал бурный весенний поток. Томас сбросил скорость до минимума, вглядываясь в серую мглу. Внезапно в круге света возникло нечто огромное. Это не было похоже на упавшее дерево или обвал. Огромная бурая тень выросла прямо посреди дороги. Реакция Томаса, отточенная годами экстремального вождения, сработала раньше, чем мозг успел осознать увиденное. Он навалился на тормоз, одновременно работая рулем, чтобы тяжелый прицеп не сложил кабину. Многотонный грузовик жалобно завыл тормозными колодками. Шины бешено терлись о влажный асфальт, перемешанный с грязью, издавая характерный визг. Кабину тряхнуло. Вещи с приборной панели посыпались на пол, а сам Томас едва не ударился лицом о руль. Машина замерла, когда до препятствия оставалось едва ли полметра. В кабине воцарилась тишина, нарушаемая только шипением пневматики и тяжелым дыханием водителя. Томас вытер холодный пот со лба и посмотрел в лобовое стекло. Прямо перед капотом стояла медведица. Она была колоссальных размеров, настоящая королева этих лесов. Ее шерсть, густая и темно-бурая, блестела от капель росы и мелкого дождя. Она не убегала, напуганная ревом мотора и ярким светом. Напротив, она стояла неподвижно, глядя прямо в глаза человеку через стекло. Томас замер. Он видел медведей сотни раз, но это было другое. Взгляд зверя был осмысленным, почти человеческим. В нем не было агрессии, которую ожидаешь от хищника, защищающего территорию. В нем читалось глубочайшее отчаяние и какая-то безумная надежда. Медведица издала глухой надрывный звук, не рык, а скорее стон, от которого у Томаса по спине пробежали мурашки. Затем произошло то, от чего водитель вжался в сиденье. Медведица поднялась на задние лапы. Она стала такой огромной, что ее голова оказалась выше крыши тягача. С тяжелым глухим грохотом она опустила передние лапы на капот. Металл жалобно прогнулся. Кабина качнулась. «Эй, тише, девочка, тише!» – прошептал Томас, хотя понимал, что она его не слышит. Она смотрела на него сквозь стекло, и Томас готов был поклясться, что видел, как в уголках ее маленьких глаз поблескивает влага. Она била лапой по капоту, а потом указывала мордой в сторону края моста, туда, где за скальным выступом начиналась пропасть. Страх боролся в душе Томаса с необъяснимым чувством долга. Что-то в поведении зверя говорило о том, что медведица пришла не за ним, она пришла к нему за помощью.
«Ладно, старый дурак», — сказал он себе, — «либо ты сошел с ума, либо это самый важный момент в твоей жизни». Он нащупал тяжелый поисковый фонарь и, медленно, стараясь не делать резких движений, приоткрыл дверь кабины. Влажный весенний воздух, пахнущий хвоей и озоном, ворвался внутрь. Медведица тут же спрыгнула с капота. Она не бросилась на него. Она сделала несколько шагов к краю обрыва и обернулась, словно проверяя, идет ли он за ней. Томас вышел на дорогу. Грязь чавкала под его тяжелыми ботинками. Подойдя к краю моста, он направил мощный луч фонаря вниз, в расщелину. Там, примерно в 5 метрах ниже уровня дороги, находился узкий каменный карниз, зажатый между двумя отвесными скалами. Весенние потоки размыли почву, и часть склона обвалилась. В этом каменном кармане, наполовину в ледяной воде ручья, копошился маленький бурый комочек. Медвежонок. Малыш, видимо, соскользнул с размокшего края и упал вниз. Сам выбраться он не мог. Стены были слишком крутыми и скользкими от мха и воды. Его лапки беспомощно скребли по камню, а тонкий жалобный писк разрывал сердце. Медведица кружила наверху, издавая тихие звуки. Она была слишком тяжелой. Если бы она попыталась спуститься по этой осыпи, камни просто раздавили бы малыша под ее весом. «Черт!» — выдохнул Томас. «Парень, ты в плохой ситуации». Он посмотрел на медведицу. Она стояла рядом, так близко, что он чувствовал запах ее мокрой шерсти и тепло, исходящее от огромного тела. Она не проявляла враждебности. Она просто ждала. Томас бросился к грузовику. У него не было альпинистского снаряжения, но у него был Билли, его верный тягач, оснащенный мощной гидравлической лебедкой с 50-метровым стальным тросом. Этот инструмент не раз вытаскивал Томаса из кюветов, но никогда еще он не использовал его для спасения жизни. Ему пришлось действовать быстро. Он запрыгнул в кабину, развернул грузовик так, чтобы задняя часть была направлена к обрыву, и заблокировал колеса. Включив коробку отбора мощности, он активировал лебедку. «Помоги мне, старина!» — пробормотал он, разматывая трос. Тяжелый стальной крюк глухо звенел о камни. Томас взял его в руки и подошел к самому краю. Медведица внимательно наблюдала за каждым его движением. Казалось, она понимает назначение этих железных нитей. План был прост, но опасен. Спустить трос с крюком так, чтобы он зацепился за выступ рядом с медвежонком, или надеяться, что малыш за него ухватится. Но туман и темнота мешали прицелиться. Крюк раз за разом ударялся о камни в стороне, вызывая искры и пугая медвежонка. И тут медведица проявила интеллект, который потряс Томаса до глубины души. Видя, что человек не может попасть в цель, она начала медленно спускаться по более пологому участку склона, цепляясь когтями за корни старых сосен. Она спустилась ровно настолько, насколько позволял здравый смысл и законы физики. Балансируя на узком выступе, она протянула свою огромную лапу и перехватила раскачивающийся стальной трос. Томас замер, забыв, как дышать. С невероятной, почти хирургической точностью медведица лапой направила тяжелый крюк прямо в ту щель, где сидел ее детеныш. «Давай, малый, хватайся!» — крикнул Томас, хотя понимал, что зверь его не поймет. Но медвежонок, почувствовав рядом опору, инстинктивно вцепился в холодный металл. Он обхватил крюк всеми 4 лапами, как единственную надежду на спасение. Томас бросился к пульту управления лебедкой. «Только бы трос не перетерся об острый край», — шептал он. Он нажал на рычаг. Мотор грузовика взвыл, обороты подскочили. Стальной трос натянулся, как гитарная струна. Сантиметр за сантиметром лебедка вытягивала драгоценную ношу из бездны. Медведица сопровождала подъем, карабкаясь вверх параллельно тросу, словно страхуя своего ребенка. Когда медвежонок показался над краем дороги, Томас не выдержал. Он подбежал, схватил грязный, мокрый, дрожащий комочек шерсти и буквально перетащил его на твердый асфальт. Медвежонок был совсем крошечным, от него пахло тиной и страхом.
В этот же миг на дорогу одним мощным прыжком вскочила медведица. Томас на секунду оцепенел. Он стоял с медвежонком в руках прямо перед огромной хищницей. Любая мать в лесу в такой ситуации разорвала бы человека на части, считая его угрозой. Он закрыл глаза, ожидая удара лапы. Но удара не последовало. Вместо этого он почувствовал тяжелое горячее дыхание. Медведица подошла вплотную. Она аккуратно, почти нежно обнюхала своего детеныша, которого Томас все еще прижимал к груди. Затем она тихонько подтолкнула его носом, призывая спуститься на землю. Томас осторожно опустил малыша. Медвежонок тут же спрятался за мощную ногу матери, продолжая мелко дрожать. Медведица несколько раз лизнула его в макушку, очищая шерсть от грязи, а затем она снова посмотрела на Томаса. То, что произошло дальше, Томас позже не мог объяснить ни коллегам по цеху, ни самому себе. Огромная медведица снова поднялась на задние лапы. Но теперь в этом жесте не было ни требования, ни угрозы. Она положила свои тяжелые лапы на капот Кенворта, прямо на те вмятины, что оставила раньше. Ее взгляд встретился со взглядом Томаса. В этом безмолвном диалоге было все. И признание его силы, и бесконечная материнская благодарность, и немое прощание. На несколько секунд время остановилось. Весенний лес, туман, шум ручья внизу — все это перестало существовать. Были только человек и зверь, которые сумели понять друг друга без единого слова. Затем медведица издала звук, похожий на глубокий выдох облегчения. Она опустилась на 4 лапы и, легонько подтолкнув медвежонка носом, медленно пошла прочь с дороги. Томас стоял и смотрел им вслед. Бурые силуэты постепенно растворялись в густом тумане. Вскоре лишь тихий хруст веток в лесу напоминал о том, что здесь кто-то был. Томас еще долго не мог прийти в себя. Он поднял упавший фонарь, выключил лебедку и подошел к капоту своей машины. Глубокие вмятины от когтей и тяжелых лап отчетливо виднелись в свете прожекторов. Металл был смят, словно тонкая бумага. «Ну и дела, Билли», — прошептал он, поглаживая искореженную сталь. «Это мы с тобой точно чинить не будем». Ему больше не хотелось спать. Усталость странным образом испарилась, сменившись удивительным чувством покоя и тепла, которое разливалось в груди. Он понял, что этот рейс стоил всех предыдущих лет его трудной работы. Он залез в кабину, включил первую передачу и медленно поехал дальше. Теперь изумрудный хребет больше не казался ему враждебным. Он чувствовал, что под этой суровой оболочкой гор и густых лесов скрывается та же мудрость и та же любовь, что ведет и нас, людей. Иногда, чтобы увидеть это, нужно просто не побояться выйти из своей стальной коробки и протянуть руку помощи тому, кто в ней нуждается. Даже если у этого кого-то когти длиной в 10 сантиметров. Дорогие друзья, эта история — напоминание о том, что в дикой природе сострадания и разума гораздо больше, чем мы привыкли думать. Природа — это не просто ресурс или декорация, это живой организм, способный на диалог. Напишите в комментариях, из какой страны или города вы читаете этот рассказ. Бывали ли в вашей жизни случаи, когда животные проявляли удивительную смекалку или благодарность? Верите ли вы, что между человеком и диким зверем возможна такая связь? Если эта история тронула вашу душу, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Впереди нас ждет еще много рассказов о силе духа, мудрости лесов и удивительных встречах на дорогах жизни.